Здорово! Утопия Шоу выпустил очередной видосик, который называется «Ты допустил большую ошибку». Мне когда уведомление на него пришло, я уже думал, какую-то я, интересно, большую ошибку допустил. Ну и сейчас мы это выясним вместе с вами. Я видосик еще не смотрел, так что надеюсь, там будет что-то интересное. Давайте начинаем. Поехали! Всем привет! Олдфаги-то помнят, что давным-давно, когда на канале было не так много подписчиков, а волосы были не такие седые, мы выпустили ролик про ошибки перевода, которые привели к серьезным последствиям. И там я обещал вторую часть. Настало время. В этот раз мы разоблачим мифы, узнаем много интересной информации, над многим удивимся, а также знатно поржем. А что самое главное, все это будет связано с ошибками. Хотя ошибки это всего лишь предлог, чтобы поведать интересные истории. Погнали! Ну, Погнали. А перед тем, как мы перейдем к большим ошибкам, хотелось бы что-то лайтовое, для разгона, так сказать. Знаете такую машину Mitsubishi Pajero? Так вот, в Испании было решено переименовать ее в Montero, ведь Pajero... О, я знаю. Я когда испанский изучал, я знаю почему. Сейчас узнаете и вы почему, если еще не смотрели этот видос. На сленге у испанцев означает «дрочила». Да, теперь мы точно Да. Если кто не знает, вот это то, что у нас читается Паджеро, на испанском читается Пахера и переводится как у нас говорят в русских деревнях, дрочер. Так что вот такое дело. Уж извините, что я так его перебиваю, просто мне рассказывали даже знакомые испаноязычные, с которыми я общаюсь, что когда они приезжали в Россию и видели машину с таким шильдиком на ней, они тупо дико ржали, а русские просто не понимали почему. И я думаю, вы понимаете теперь, почему они ржали. Ну ладно, давайте дальше смотреть. Согрелись. Я думаю, что многие из вас знают о карте языка. Якобы за восприятие вкусов отвечают разные зоны. За сладкое одна, за горькое другая. Есть Может, такое. кому-то даже в школе об этом рассказывали. Угу. Забудьте об этом, ведь это оказалось мифом. На самом же деле вкус определяется разными зонами языка абсолютно одинаково. Единственное, в чем разница, так это в том, что может прям незначительно отличаться скорость восприятия того или иного вкуса рецепторами. Но почему в это и сейчас многие верят? И не просто верят, а наживаются на этом. Фирмы по производству винных бокалов до сих пор пишут: наши бокалы специальной формы. Когда вы пьете, то вкус достигает только самых важных отделов языка. Серьезно? Серьезно? Нормально. Это произошло потому, что исследователи, которые об этом рассказал, неправильно поняли. Еще в 1901 году немецкий ученый Дэвид Хёник пришел к выводу, что есть различия восприятия на разных зонах, но они какие-то прям незначительные. К несчастью, он предоставил непонятные графики, которые говорили нам о том, что разные части имеют немного разный порог для восприятия определенных вкусов. Так он это видел, что поделать. Но это совершенно не означает, что разные зоны отвечают за разные вкусы. Но именно так это интерпретировал Эдвин Боринг в 1942 году, ведь он знал другой язык. В его исследовании все выглядело так, как будто менее чувствительные зоны были вообще нечувствительными. Это надолго укоренило миф о карте языка даже среди других исследователей. Ведь попробовать что-то соленое другой зоны языка и понять, что ты все равно чувствуешь соленое, недосягаемо, я прекрасно понимаю. Окончательно это смогла разоблачить биолог Вирджиния Коллинз только в 1974 году. Она сама изучила еще раз работу немецкого ученого Хёнига и сказала: вы что, угораете? Тут же все нормально было сказано, какого черта вы неправильно это поняли. А люди до сих пор юзают этот миф, потому что легко запомнить, и карта интуитивно понятна. Вот так иногда ошибки перевода являются непреднамеренными, а иногда совершаются ради изменения истинного смысла чего-либо. Показателен в этом отношении договор Вайтанги, который подписал коренной народ Новой Зеландии в 1840 году. Вожди маори уже не могли терпеть нападки бандитов и грабежи, поэтому попросили помощи у Британии. Британцы и маори подписали экземпляры договора и на английском, и на языке маори. Оба текста схожи, хоть и с орфографическими ошибками, за исключением самой важной детали. Вот это слово означает «управление». Вожди подумали, что все ок, мы дадим управление штурвалом земель, нас не будут атаковать, и мы будем в безопасности, мы ничего не теряем. Ага. Только в английской версии было написано, что вожди передают все права и полномочия суверенитета, а это значит, что королева теперь в принципе главная, а страна, по сути, превратилась в колонию. Я не берусь рассуждать специально, это было или просто обычная ошибка, но последствия этого, конечно, просто пипец, в том числе и война локальная. Уж извиняюсь, что я опять его прерываю, но у меня что-то сомнение есть, что это было случайно. Это явно специально сделано, если это правда. От политики перейдем к чему-то более родному.
пришельцам. Недавно в одном из выпусков я рассказывал вам, как легко с помощью газетных уловок и поддельных фотографий можно заставить людей поверить в НЛО. И это в современном-то мире. Что ж говорить про 19 век. Был тогда один случай, когда маленькая ошибка перевода привела к убеждению, что на Марсе живут инопланетные цивилизации. Об этом говорил Артур Шарифов в нашем совместном ролике, но проигнорировать этот случай в сегодняшнем видео было бы кощунством. Жил-был такой итальянский астроном Джованни Скиапарелли, и он был директором обсерватории Брера в Милане. Любил он, знаете ли, в космос поглазеть, да на Марс попялиться. Ну, астроном же! И вот в 1877 году решил он этот самый Марс закартографировать. Дело в том, что в те времена в телескопы, разумеется, нельзя было увидеть отдельные детали рельефа Марса, а только темные и светлые участки на поверхности планеты. По ним и происходила картография. Но плюс ко всему, Скиапарелли, как и ряд других астрономов, видели на Марсе длинные линии, напоминающие какие-то каналы. Ну, он об этом и написал, чё б нет. Правда, тогда слово было немного не так истолковано, ведь оно имеет несколько значений не только в русском языке. Слово «канали» можно перевести как «channels» или же «canals». Только если в первом случае речь идет о типе рельефа, то во втором это искусственно созданные каналы. Угадайте, какую же версию взяли газеты? Ну я даже не знаю. На Марсе есть жизнь. Есть жизнь на Марсе. Ну вот так и прижилось, на Марсе что-то строят. Плюс ко всему, все видят, что люди создают большие каналы для судов прямо сейчас. Почему такое невозможно на Марсе? Глупость какая-то. Бензин в огонь подлил один такой исследователь по имени Персиваль Лоуэлл. Он потратил большую часть жизни на изучение Красной планеты. Он утверждал, что эти каналы были созданы марсианами, чтобы воду там перевозить туда-сюда. И доказывал это до самой смерти. Респект таким людям, если честно. Дожить до того момента, когда астроном Эдвард Маудер проведет ряд экспериментов, где докажет, что люди на определенном расстоянии действительно могут видеть прямые линии на данных объектах. Так что это просто оптическая иллюзия. Потом дождаться разоблачения от ведущих астрономов с крутыми телескопами, но все равно отстаивать свою дерьмовую точку зрения и писать книги о марсианах. Только уважение. Ну, не знаю. Как по мне, так здесь ты не совсем прав. Все-таки, что на Марсе происходит, еще точно никто не знает. Даже если вы откроете Google Планета Земля, именно программу, и посмотрите там Марс, то можете найти довольно интересные штуки. Я вот собираюсь об этом видос выпустить, но все никак не соберусь. А что будет, когда туда первые колонисты доберутся? О, вот где начнется веселье. Ладно, давайте дальше смотреть. Смотри, внучок, на это я потратил всю свою жизнь. А крышку надо снять? Не нужно. Крышку не надо. Ну, зато, знаете, не так уж и плохо получилось. Ведь это вдохновило Герберта Уэллса на написание «Войны миров». А это дорогого стоит. Ну, не всем дано предоставить визуальные пруфы, что ж поделать. Впрочем, у следующей истории их тоже почти нет. Но только потому, что их просто потеряли. В конце 80-х фирма Nike сильно хайпила и прям много реклам снимала во всех уголках планеты. Какие-то сохранились в архивах, а какие-то нет. Это нормально. Как-то раз она для съемок задействовала народ Самбуру. Сложилось такое мнение, что не осталось ничего, кроме вот этого постера и статей в газетах с комментариями от Nike. Но я был бы не я, если бы не нашел маленький кусочек той рекламы. Это подтверждает, что реклама все-таки была снята, и история не на пустом месте. Один из них в конце рекламы сказал фразу на своем языке, а снизу монтажеры приписали фразу коронную «Just do it». Типа он так и сказал. Когда реклама вышла, американский антрополог Ли Кронг сидит такой, телек смотрит. Ха! Он же нет сказал. Оказалось, что он говорит фразу в натуре? «Я не хочу эти». Я не хочу эти. Дайте мне другие ботинки. Вот это поворот. Потрясающе. И тут не очень понятно, из-за кого этот косяк произошел. Статейки, разумеется, в описании. Полистайте, посмотрите. Теперь, когда мне будут дарить подарки, я буду говорить «я». Опять же, я не думаю, что это косяк. Они ж не будут писать «я не хочу эти ботинки, дайте мне другие». Им надо продать. Так что тут все понятно. Это не ошибка. Это специально. Я не хочу этот. Дай мне другое что-нибудь. Кстати, о подарках. А вы знали, что в Японии не совсем стандартный день Святого Валентина? Там женщины дарят подарки мужчинам. Что, завидуете, да? Не нужно. Нихера. Речь только про конфеты и шоколад, если честно. Это гиричоко, что переводится как обязательный шоколад. Его женщины дарят окружающим мужчинам, типа друзьям, там, коллегам. А вот это хонмей чоко. Более дорогой и более важный шоколад. Его уже дарят любимым мужчинам. Это все, конечно, странно и интересно, но, скорее всего, виной всей этой дичи ошибка перевода. Еще в 1936 году компания Морозов продвигала День Святого Валентина в Японии, но это особо не прижилось.
Зато точно известно, что в 1958 году компания Mary Chocolate продавала конфеты уже с посылом, что дарить должна девушка. Как говорит нынешний владелец той компании, они в то время просто не так поняли западные традиции. А виной этому стал неправильный перевод. Опять же, это все только со слов владельца компании, так что не факт. В любом случае, традиция эта очень старая, которая со временем перекочевала и в другие азиатские страны, например, Корею. Какой бы ни была правда, согласитесь, узнать это все равно было интересно. Ну, если уж мы говорим Согласен. про Японию, то почему бы не упомянуть компанию Capcom? Сейчас ее все знают хотя бы по серии игр Resident Evil. Ведь очень актуально, но олды знают серию драчек, которая называется Street Fighter. Есть, было такое. На Сеге у меня такая херня была. Это я к чему вообще про игры заговорил? Все дело в том, что и здесь переводчики умудрились напортачить. Хотя... Погодите-ка. Chill the fuck out. Вообще-то неудивительно, если честно. Но и Вставил фрагмент из GTA San Andreas, блин, с пиратским переводом. Ну, из-за да. Street Fighter геймеры знатно напрягли свои булки, ведь английские локализаторы породили легенду вокруг второй части игры. Есть там такой персонаж Рю, который говорил своим противникам, что им не видать победы, пока они не научатся противостоять Шоурюкен. Это название одного из коронных приемов этого героя и переводится как «удар дракона». По-японски это выглядит вот так. Только вот в версии игры для США в этом моменте написано совсем другое. Каким-то неведомым мне образом фразу неправильно перевели. Неужто у них есть свой промпт-переводчик? И получилось вот это. Ты Всё должен может победить быть. Шенглонг, чтобы у тебя был шанс. Кого? Чё? Должен победить Шенглонга, чтобы у тебя был шанс. И я не... Шенг! Лонга! Чего? Таким образом, вместо коронного приема получилось имя неизвестного персонажа. И, разумеется, полетели теории, что есть некий персонаж, которого нужно найти в игре. Он обладает невероятной силой, но вам лучше не видеться с ним, потому что вы не выживете. Ну, ошиблись и ошиблись, чё бубнить-то? Но не тут-то было. Журнал EGM вдруг неожиданно публикует статью о том, как же открыть этого секретного персонажа. Миллионы людей, прочитав статью, начали следовать дебильным инструкциям, но ничего не выходило. А знаете почему? Да потому что это была первоапрельская шутка от издателей журнала, которые, к слову, Прикол. через полгода рассказали, что это все прикол был. Алло! Потроллили народ, через полгода только рассказали. Но и это еще не все. Многие издательства просто проигнорировали, что это шутка, и на серьезных щах разместили это у себя в журналах, тем самым дезинформировав всех геймеров. Классика. Все Великолепно. зашло настолько далеко, что разработчики игры в итоге добавили в игру персонажа, которого журнал и выдавал за Шенглонга. Как безобидная ошибочка может запустить цепочку событий, которая приведет к такому? Это просто потрясающе. Ну а хорошо, что следующий факт не запустил никакие события. Это был бы трэш. Как хорошо жить в современном мире. У нас есть доступ к огромному количеству информации. Есть всякие онлайн-помощники. Вот чего только стоит онлайн-переводчик. Ну не владеешь ты иностранным языком. Да забей вообще. Он же все сделает за тебя, правильно? Нет. Иногда Вот именно, нет. такие программы могут сыграть с нами злую шутку, что и случилось с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Да-да. В 2018 году, после победы на Евровидении своей землячки Нетты, он решил поздравить ее с первым местом на своей страничке в Твиттере. Нетта, дорогуша, ты принесла уважение Израилю. Следующий год в Иерусалиме. Только вот Твиттер читают не только те, кто понимают иврит. Онлайн-переводчик от Microsoft решил, что там написано не «Нетта, дорогуша», а «Нетта, ты настоящая корова». Я знаю, блин, какой-то трэш эти онлайн-переводчики. Когда испанский изучал, убедился на себе, блин. Дичь, если честно. Обидно Дичь. вообще-то. Тебя обидел онлайн-переводчик? Подай на него в суд. Разумеется, это шутка. Microsoft максимально быстро все исправили. Это я вообще к чему рассказал. Вы там аккуратнее переводите что-либо в этих онлайн-переводчиках. Порой они уж очень сильно коверкают смысл текстов. Да-да. Но это цветочки, ведь было сделано неумышленно. А вот эта история лютая дичь.
после которой вам будет некомфортно слушать якобы красивый язык, который вы не понимаете. Мальдивы. Европейская семья приехала отдыхать и увидели, что отель предоставляет услугу церемонии бракосочетания на пляжике, чтоб красиво все было. Все прошло быстро и без напряга. На все про все буквально полчаса. Люди довольны, а работяги получили свои денежки. Только вот те, кто проводил эту церемонию, снимали происходящее. Ну, для отчетности, наверное. А потом залили это на YouTube. С субтитрами. Чувствуете? Пахнет жареным. Оказалось, что на протяжении всей церемонии они крыли матом и всячески унижали молодоженов, а те ничего не понимали. Их обзывали прям жестко. Плюс ко всему говорили, что у таких ублюдков никогда не может быть нормальной свадьбы, что они недостойны и будут гореть. Но это прям вот если вкратце. Вот трешак, вот это реально трешак. Просто дичь. И кто знает, сколько они провели таких церемоний до этого случая. За все это даже президенту пришлось извиняться, ведь туризм — это, считай, все, что у них есть. Не знаю, как вы, а я теперь, если буду слышать то, что не понимаю, буду говорить так. Повтори, что ты там ляпнул? Хотя, какой смысл? Я же опять ничего не пойму. Но иногда ошибки отпечатываются в истории так сильно, что это уже ничего не исправит. Самая длинная пещерная система в мире, протяженность которой где-то 650 километров, находится в США, и все это называется Мамонтова пещера. Безумно красивое место, в котором я бы очень хотел побывать, ведь именно там впервые были обнаружены останки кого угодно, но только не мамонтов. Это именно та ошибка, которая вот отпечаталась в истории. Слово «мамонт» имеет два значения. Мамонт и гигантский. Это просто огромная пещера, и она никак не связана с мамонтами. А знаете, что я подумал? Если сказать словосочетание «гигантский мамонт», то это будет звучать как «мамонт-мамонт». Кстати, насчет пещер. Однажды новостное агентство Северной Кореи сделало очень громкое заявление о том, что их местные археологи сделали невероятно просто фантастическое открытие. Вы сейчас не поверите, но они нашли пещеру, где проживали единороги. Единороги существуют! Если у вас была безвкусная футболка с единорогом, и вы ее бросили куда подальше, то самое время достать и усердно носить. Или нет? Вы в голос поржете с того, как они его нашли. На камне рядом с пещерой было написано «Логово единорога». Вот вы как... Ну ладно. Вы себе представляете археологов? Ученые, которые в поте лица трудятся на раскопках? Забудьте вообще. Наш вариант — это просто пройти рядом с пещерой и прочитать надпись. В общем, агентством был подготовлен доклад об открытии, а потом его перевели на английский язык. Ну, они, видимо, хотели как лучше, хотели похвастаться своим открытием, чтобы понятно всем было. А в итоге только всех запутали. Потому что переводчики, которые работали над докладом, нормально так напортачили. Так что же на самом деле нашли археологи и как это связано с единорогами? Жил-был в Корее такой император Джумон, который основал древнейшее королевство Когурё. По легендам, он рассекал верхом не просто на каком-то там обычном коне, а на единороге. Так вот, этот самый император занимает важную роль в корейском фольклоре, и о нем, и о его транспортном средстве знают многие корейцы. Люди просто назвали эту пещеру логовом единорога в честь этой легенды. И речь идет даже не о таких единорогах, как мы привыкли представлять, а о китайском, типа единороги, кирин. Такой четвероногий малый с головой дракона, и его часто изображают с одним рогом. Эта обнаруженная археологами пещера даже называется в честь этого существа – Кирин-гул. Кирин – название животного, а гул – пещера. В итоге-то выяснилось, что Центральное новостное агентство Кореи заявило лишь о том, что Пхеньян – это древняя столица королевства Когурё, судя по местонахождению найденной пещеры. И то, скорее всего, это была какая-то агитка, я в этом не силен. Только знаю, что эту пещеру нашли еще задолго до этого объявления. Какой вообще был во всем этом смысл? Да, чтоб я знал. Но западные издательства начали распространять, что в Корее нашли единорогов, и знатно с этого кекать. Вот так, не зная иностранный язык, можно ненароком и в единорогов поверить. А можно и вовсе сказать какую-нибудь дичь и даже не понять этого, а люди будут на тебя как на дебила смотреть. Да и вообще, большинство научных исследований и сайтов с полезной информацией написаны на английском языке, а онлайн-переводчики вас еще больше запутают. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите побаловать себя небольшим количеством меда, позаботьтесь о рабочих и о том, сколько пчел нужно совершить, чтобы сделать мед, и сколько поездок делает пчела. Пчела катается. Так что стоит рассчитывать только на себя и на свои знания английского. И вот вам в кои-то веке дельный совет от меня. Яндекс.Практикум запустил... Не, Яндекс.Практикум не будет, но с одним я согласен. Учите английский, как минимум. Что ж, надеюсь, это было познавательно и interesting.
Не забывайте жмакать Да. subscribe, а также ставить Interesting. лайк. А я пошел пару дней chill, чтобы потом начать усердно work. Хотя нужно теперь выпустить много контент на второй channel. Мне кажется, или это было немного stupid? Да, немного. Так? Да, это было интересно. Ну а мораль сей басни такова, что учите, друзья, иностранные языки, в первую очередь английский. Хороший информативный выпуск получился. Правда, некоторые ошибки, я бы сказал, совсем не ошибки, а сделаны специально. Ну ладно, это уже частности. Тут уже каждый должен думать сам. А с вами был V92 и реакция на Утопия Шоу. Ты допустил большую ошибку. Всем удачи. Пока.